Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях по всему миру. И, конечно же, в первую очередь мы стараемся проверить и испытать на себе отели на самых популярных курортах, таких как Дубай, Шарм-эль-Шейх, Белек. И сегодня хотим поговорить с вами именно об отелях Шарма, так как Шарм — это прекрасное место для отдыха в течение всего года. Шарм всегда пользовался популярностью, так как сюда недалеко лететь. Здесь красивое море, которое может похвастаться своим рифом, и цена на отели всегда была гораздо ниже турецких. Так как цены на Шарм-эль-Шейх и его отели постоянно растут, но при этом его популярность не падает, мы решились посмотреть и пожить в том числе и в самых дешевых отелях. И первым из них стал Swiss Heaven Charming 4 звезды. В пик сезона цена на отель за 7 ночей достигает $1000 на человека, но нам повезло и мы умудрились купить его за $50 на 2 ночи. Отель расположен на третьей линии в бухте Хадаба Шарм-эль-Шейха, недалеко от пляжа Коралл-Бич, от променада Эль-Мерката, а также старого города. Прямо с рецепции вы можете спуститься в основной ресторан, где в течение дня сервируют завтраки, обеды и ужины. Не могу сказать, что отель очень балует своих гостей, но на обед всегда есть курочка или белая рыба. На ужин добавляется гриль, это может быть печенка, это может быть курица, даже один раз была телятина. Салат-бар состоит из 2-3 видов плюс-минус одинаковых салатов под разными соусами и отдельно нарезанными овощами, которые вы можете положить себе и смешать такой салат, который вам понравится. Всегда есть 2-3 вида фруктов и 3-4 вида сладкого. Что мне понравилось здесь, так это работа персонала в ресторане. Все улыбчивые, все повара стараются следить, как можно быстрее пополнять. На раздаче стоит не 1-2, а 4-5 человек, чтобы вам помогать, что-то подсказать. Если что-то закончилось, вы не успели взять, вы можете просто попросить присесть за столик, и вам обязательно это принесут. Если вы решитесь отдыхать здесь с маленькими детками, без проблем готовы перебить овощи, фрукты, сделать небольшие перекусы именно для деток отдельно. Из ресторана вы выходите сразу на переднюю часть отеля, где расположен основной бассейн и номера, которые прошли реновацию в 2019 году. Сразу хочу сказать, что они не так, чтобы были очень чистые или гораздо краше тех, которые находятся в самых дальних корпусах, но тем не менее зашла в парочку. Они действительно гораздо выше по уровню, хотя там тут много своих недочетов, и отсюда удобно выходить на бассейн. Сразу прилег на лежаке, зашел, взял себе в баре то, что тебе нужно. Как по мне, это максимально удобное расположение номеров, и на ресепшн тоже идти недалеко. Бассейн чистый, лежаки, матрасы, полотенца очень старые. Прям настолько старые, что есть лежаки просто со сквозными дырами, которые прикрывают грязненьким матрасиком. Здесь же на основном бассейне в течение дня играет музыка, есть пару горок для деток и основной бар, который работает весь день аж до вечера. Если подняться по лестнице, пройти мимо детской площадки, которую мы посмотрим позже, а также концертного зала, есть еще один дополнительный бассейн. Он считается детским, так как он миленький. Здесь есть 3 супер старые горки. Плитка объективно разнобой,
где-то ее может не хватать. Сетки для очистки бассейнов тоже, как вы видите, может где-то не хватать. Где могли подмазали, где могли подкрасили. Выглядит не супер презентабельно, но, как по мне, лежаки здесь гораздо лучше, приятнее, потому что они целые, они не сломаны, да, там немного выгорели на солнце, но тем не менее они хотя бы были помыты. Горки супер старенькие, уже выгоревшие на солнышке. Здесь, как правило, чилят люди, которые живут в дальних корпусах, а также те, кто не хочет лежать под громкую музыку, хотят просто выпивать и тихонечко болтать у бассейна. За бассейном расположен детский клуб. Признаться честно, не видела здесь ни одного человека с ребенком и никого не видела в детском клубе. Номера в отеле очень грязные. В принципе, все, кто его забронировал, предпочитают номера у основного бассейна рядом с рестораном, потому что там есть непосредственно прямой выход к бассейну, большие окна, и, в принципе, оттуда очень удобно ходить и на ресепшн, и в ресторан, и на бассейн. Но все равно очень большие жалобы на чистоту. Мне же достался номер в самом крайнем здании. Терраса выходила уже на здание для работников. По ночам они там шарудели, между собой перекрикивались, о чем-то спорили. Не уверена, что это происходит каждую ночь, но тем не менее. Также вы можете обратить внимание, что есть прям сквозные дырки между окном и стеной. И, конечно же, туда залазят мурашки. Постельное белье было и с пятнами, и прожженное, абсолютно везде, и на шкафах, и на изголовье кровати были прям черный налет от невытертой пыли, которая собиралась там ни день, ни два и ни неделю. Я думаю, все-таки отелю стоит обратить внимание на качество уборки. В ванной комнате работала и вытяжка, была всегда и горячая, и холодная вода, была сушка для белья, которой не очень удобно пользоваться, потому что там белье не будет сохнуть полноценно. Работал фен, но из минусов вот именно в ванной комнате это постоянная нехватка полотенец. Даже если заселяется 2 человека, по какой-то причине кладут одно полотенце, поэтому зачастую люди тратят там 30 минут, а то и час, чтобы несколько раз позвонить и напомнить, чтобы им принесли полотенечко. Во всем остальном номер маленький, минималистичный, было бы нормально, если бы было чисто. Из плюсов в номере также тот факт, что каждый день ставят бутылочку литровую воды, есть стаканчик, холодильник работает, и отдельно спасибо кладут шампуни и гели для душа, пускай в пакетиках, но в достаточном количестве для 2 взрослых. Пляж отеля находится всего в 2,5 километрах. Туда в течение дня постоянно курсирует шаттл. В утреннее время на первые рейсы стараются пригнать 2-3 автобуса, чтобы все поместились. И уже назад забирают всех точно так же, несколько автобусов, но уже по расписанию. Что хотела бы отметить. Пляж коралловый. Этот пляж делится между несколькими самыми дешевыми отелями Шарма. Поэтому будьте готовы, что здесь будут люди не только из вашего отеля. Пляж состоит из 2 уровней. На верхнем уровне бесплатные лежаки, несколько магазинчиков, кафе и 2 стойки, которые работники отеля называют баром. Я их покажу вам немножко позже. На нижнем уровне есть платные топчаны. Их цена от $1 до $3, в зависимости от того, на каком расстоянии от воды они стоят. Но также зонтики сломаны, топчаны сломаны. В пик сезона все лежат друг у друга на голове. К этому тоже нужно быть готовым.
Бар отеля, он же просто деревянный столик с одним поломанным холодильником на пляже, должен открываться к 10 утра, но, как правило, открывается он где-то к 10:30, а то и 11, когда ребятам уже будет удобно и они настроятся. Наливали только безалкогольные напитки, чай, кофе. Ни один диванчик, который принадлежит отелю, ни разу не протерли за то время, что я находилась на пляже. Также, помимо всего, говорят о том, что на пляже есть снеки, но на самом деле это просто 10 булочек, которые приносят на стол, и заканчиваются они на первых 3 посетителях. Пляж у отеля достаточно хороший мелкий песочек, закрыт от ветра, что очень удобно будет в зимнее время. Понтон здесь короткий и достаточно живой риф. Отдельным плюсом является возможность зайти в воду с берега, пускай даже в коралках. Очень многие детки прямо там ныряют с масками, смотрят рыбок. Сделали небольшую качель, где девчонки могут сделать, несмотря ни на что, красивые атмосферные фотографии. Всю дневную анимацию ребята также проводят здесь на пляже, развлекая не только гостей Шарминга, но и других отелей. За это им огромная похвала, потому что люди действительно прям уже с утра их ждут. После ужина анимационная программа проводится в амфитеатре отеля. Ребята стараются проводить и дискотеку, и какие-то восточные танцы, и приглашенные звезды выступают. Вот действительно хотелось бы отметить, с какой отдачей и любовью к гостям они это делают. В целом, общее впечатление от отеля очень двоякое. С одной стороны, хорошая территория отеля, классно спланированная, но запущенная. С другой стороны, очень дружелюбный, приятный персонал, начиная с ресепшена, заканчивая анимацией. Очень хотелось бы, чтобы владелец отеля немножечко вложил денег в ремонт и уборку. Конечно, вам решать, ехать в этот отель или нет, но, как по мне, цена, которая у него была раньше, $500-600 за двоих, была справедливой, и качество отеля было выше, чем сейчас, когда отель стоит $1000. Если вы тоже здесь отдыхали, будем вам очень благодарны за отзывы об отеле под этим видео, делитесь своими впечатлениями.